Харе Кришна. Меня зовут Абхиманью Дас, и сегодня в нашем видео я хотел бы поговорить об очень важном аспекте философии Бхагавад-гиты. Это о знании как таковом. Я специально провожу программы на канале Бхагавад-гита 1972, несколько в другом ключе, то есть это не какие-то лекции по конкретным стихам, разъяснения и прочее, прочее. Мне кажется, что этот формат не совсем правильный, потому что книга сама по себе содержит определенную вот такую просветляющую силу, что человек, который ее изучает самостоятельно, гораздо больше может изучить без каких-то дополнительных комментариев с чьей-то стороны, если он внимательно ее читает, если он искренне хочет разобраться, то Господь ему помогает прийти к ясному пониманию этой книги. И я поэтому прежде всего хочу сделать некоторые подсказки или оказать помощь для читателей Бхагавад-гиты в том, чтобы люди научились понимать специальные философские термины, которых очень много в Бхагавад-гите. И вот одним из таких терминов является термин «знание». Но фактически Шрила Прабхупада, все мы знаем, писал книги на английском языке, и поэтому за основу необходимо брать слова из английского языка, то есть смысловые значения слов из английского словаря. То есть я для этого использую специальными словарями, ну, например, словарем Merriam-Webster. Это один из лучших толковых словарей английского языка, наиболее полный, ну и считается, что он лучший словарь американского английского языка. И как раз в этом словаре дается определение слова «знание». По определению из этого словаря под знанием подразумевается все, что известно или может быть известно индивидууму или человеческому обществу. Вот что такое переводится как «знание». И также приводится несколько синонимов к этому слову. Это такие слова, как обучение, эрудиция и ученость. То есть вот эти слова, они вроде бы близкие по смыслу, но имеют некоторый оттенок, отличаются друг от друга. Так вот, что такое знание? Знание – это полученные самостоятельным путем факты или идеи, которые могут быть получены в результате изучения, расследования, наблюдения или личного опыта. Вот 4 основных момента, как обретается знание. То есть делается акцент на том, что знания приобретаются самостоятельно, усваиваются самостоятельно, и таким образом это какие-то сведения, факты или идеи, которые получены в результате изучения, расследования, опыта или наблюдения. Вот что такое представляет из себя знание. Следующее слово – это обучение. Обучение применимо к такому знанию, которое получено в результате формального обучения, чаще всего продвинутого обучения, то есть высшего образования, например, в каком-то учебном заведении. Вот это, еще раз повторю, знание формальное, то есть полученное через систему образования. То есть это называется знание, или это называется обучением. То есть когда ты получаешь какую-то информацию, какое-то знание о том, как стать, например, каким-то специалистом в какой-то области. То есть ты проходишь обучение в этом. Следующее слово – это эрудиция. Под эрудицией понимается глубокое, малоизвестное и чаще всего книжное
знание. То есть эрудированный человек – это тот, который знает что-то глубоко, широко, но прежде всего это человек непрактичный, то есть он просто по книгам изучает какие-то вопросы, какие-то аспекты, и, как правило, по малоизвестным каким-то книгам, источникам. Это называется эрудицией. И еще одно слово, синоним – это ученость. Под ученостью подразумевается широкие познания в какой-то конкретной области знания. То есть человек показывает свою ученость, говоря так. То есть вот эти вот слова очень близки по смыслу, то есть являются синонимами. Но еще раз повторю, что знание – это как таковое, это процесс самостоятельного приобретения и усвоения информации, фактов или идей, которые получаемо в результате обучения, наблюдения, расследования и личного опыта. То есть 4 вот этих источника получения знания самостоятельно, еще раз повторю. Поэтому нужно хорошо себе представлять, что знание, оно является основой сознания, потому что в русском языке, к счастью, слово «сознание», оно является однокоренным со словом «знание». То есть нам это упрощает задачу, то есть для понимания, что такое сознание. То есть сознание – это означает, что ты вместе с кем-то занимаешься познанием друг друга. И поэтому говорится сознание, сопознавание, соузнавание. То есть в данном случае, когда мы говорим о духовной жизни, то Господь познает нас, мы познаем Господа. Это есть сознание Кришны, или сознание Бога, или божественное сознание. То есть когда ты понимаешь, кто ты есть на самом деле, что понимаешь свое вот это конституциональное положение или свою идентичность, тогда ты занимаешься познанием Бога, а Бог познает тебя во взаимоотношениях. Как-то вот очень интересно можно сказать, как Господь, и который является абсолютной истиной и самым сознающим, и самым знающим, Он продолжает познавать, потому что такова его потенция, вот это чит, всегда пребывать, находиться в этом состоянии познания, то есть всегда познавать. И как раз таки, несмотря на то, что Господь является абсолютной истиной, у Него также всегда присутствует эта вот Его персональная способность всегда познавать, всегда иметь какое-то свежее, обновленное, новое знание. Хоть Он и является, еще раз повторю, абсолютной истиной, то есть Он знает все. Но взаимоотношения, личные, персональные взаимоотношения с живыми существами, которых, как говорится в Бхагавад-гите, несметное количество, то есть их даже невозможно сосчитать. И вот у каждого, с каждым живым существом у Господа есть свое личное персональное взаимоотношение. И Господь познает нас таким образом, нашу культуру, наш прогресс. Вот, то есть, поскольку мы можем меняться в лучшую или худшую сторону, Господь наблюдает, и вот это познание нашего поведения, развития наших качеств, квалификаций, оно доставляет Господу удовольствие. То есть познание является источником радости, счастья или блаженства. И то же самое у нас, когда мы хотим получить какую-то радость, даже или какое-то счастье, почувствовать счастье, то мы это счастье начинаем испытывать тогда, когда у нас что-то получается. То есть мы о чем-то узнаем, начинаем добиваться чего-то. И в результате каких-то наших действий или деятельности получаем какое-то знание. Когда правильное знание приходит радость, а когда неправильное знание, то приходит разочарование и горе. Это в материальном мире. А духовный процесс или духовное сознание, духовное познание – это все радостно, всегда приятно, всегда возвышенно. И если материальное знание придавливает человека вниз, придавливает его к земле, потому что они пропитаны или пронизаны гунами, в основном гуны невежества, которое в основном является
вот таким качеством природы, как затемнение, помрачение сознания. И поэтому она придавливает. А трансцендентальные знания или знания духовные, они наоборот возвышают человека вверх, поднимают его. И поэтому вся Бхагавад-гита фактически посвящена вот этой тематике, как наладить познавательный процесс, как дать человеку возможность через получение знаний, через какие-то правильные действия или через правильную деятельность, потому что познание – это и есть как раз-таки деятельность. И в 9 главе как раз Прабхупада пишет, и Кришна говорит о том, что именно вот этот познавательный процесс является самым чистым из всех видов деятельности, самым чистым. Особенно если ты познаешь Всевышнего Господа. То есть этот процесс, он обладает потенцией просветлять или прояснять, то есть рассеивать мрак, рассеивать тьму. И таким образом помогает человеку включиться в процесс служения Богу. То есть нашу вот эту сварупу, то есть вечное служение, вечную связь с Богом ощутить. И начать испытывать счастье, чувствовать вот это ощущение счастья. Поэтому распространять знания или давать знания людям – это очень-очень большая ответственность. И человек, который не имеет знания, он, естественно, эти знания кому-то передать не может. Потому что само по себе знание, вот, оно включает в себя также два процесса очень важных. Это процесс образования и процесс просветления. То есть эти две вещи вместе взятые, они как раз-таки и помогают формировать правильное сознание, правильную идентичность. То есть когда мы получаем просветление, мы начинаем видеть формы, мы начинаем понимать смыслы, мы начинаем действовать в соответствии с правильным пониманием смысла, без ошибок и без сомнений, и таким образом начинаем прогрессировать. Если мы не имеем знаний, то тогда, и не имеем тем более просветления, то тогда вся наша деятельность превращается в бесполезную, пустую трату времени. То есть мы в основном начинаем заниматься какими-то материальными делами, основная цель которых заключается в том, чтобы получить какое-то преимущество над другими, временное преимущество над другими. Но фактически Прабхупада говорит, что это не есть знание, это есть невежество. Когда ты считаешь, что ты самый умный, когда ты думаешь, что ты знаешь, остальные все глупые животные, то тогда от такого знания никакого толку нет. Естественно, такие люди, которые не понимают смысла, то есть смысл не приобретен, и как раз-таки процесс образовательный, это, как вот опять-таки согласно словарю Мерриам-Вебстер, это процесс, когда человек, посещая какое-то учебное заведение, например, школу, колледж или университет, приобретает знания, понимание и какие-то навыки. Вот что такое образование. И эти навыки могут быть правильные, могут быть неправильные. То есть это зависит от того, просветлен человек или не просветлен. И поэтому Прабхупада в 9 главе он очень серьезно эту тему поднимает, говорит, что существует много образовательных разных систем, обучения, образования, но нигде не учат вот этому, нигде не учат людей пониманию духовных вопросов. То есть, что необходимо все-таки еще, кроме вот этих вот вещей, знаний материальных, понимания, фактически понимания нигде не дается. Если человек находится в материальном сознании, то его понимание будет очень ограничено, потому что сознание его затуманено майей или материей. Вот как раз недавно мы вспоминали, что как называется творческая потенция или энергия Бога. Она называется майя. Поэтому люди, которые слишком творческие, которые хотят все улучшать, видоизменять, делать все проще, лучше, они все находятся под управлением вот этой майи. И в материальном мире в основном это грубая майя, которая, как это сказано в 7 главе Бхагавад-гиты, она
занимается похищением знаний, то есть она, вот этот познавательный процесс уводит за собой совсем не в ту сторону. Это как, например, какой-то злоумышленник поменяет знаки на дороге, и ты вместо того, чтобы приехать к какой-то цели, приезжаешь совсем не то место, и где-нибудь твоя машина сломалась, нет никакого шанса выбраться. То есть ты видишь, что ты где-то заблудился в лесу или где-то тонешь в болоте и не можешь никак из этого состояния выбраться. Потому что майя таким вот образом она делает что-то так привлекательным, особенно вот этот процесс, творческий процесс, говорит, что это самое-самое счастье, вот что-то создать и понаслаждаться самому. То есть майя заставляет человека забывать истинное знание, что существует высший Творец, существует Бог, который в совершенстве все уже создал, вся эта система функционирует под его четким контролем, все отработано, все продумано, и никто не имеет ни малейшей возможности и даже шанса как-то даже приблизиться, хотя бы даже там на какую-то тысячную или миллионную долю процента к тому, что может делать Бог. Есть человек, который считает, что он может сотворить что-то, что Бог еще не успел сотворить, что это ему оставили вот это что-то придумать, сделать, то такой человек, как я уже сказал, находится в майе или в иллюзии, или в заблуждении. То есть он занимается самообманом и думает, что таким вот образом он получит счастье или получит временное преимущество над другими. Но опять-таки такие знания, они являются временными. Даже если мы получаем какое-то преимущество над другими в чем-то, ну, в информации в какой-то, в каких-то навыках, в чем-то еще, но это преимущество не может сохраняться навечно, навсегда, на постоянно. То есть единственным вечным процессом является сознание Кришны, познавательным процессом. Это совместное взаимное познавание или узнавание друг друга. То есть мы Господа узнаем, и Господь узнает нас, и таким образом через нас узнает себя. То есть там немножко сложнее все. И таким образом существуют разные виды знания, в Бхагавад-гите они описываются, но само по себе знание – это, как я уже сказал, это то, что известно, или то, что может быть или должно быть известно индивидуумом или человечеством, человеческим обществом. Вот об этом я хотел сегодня рассказать, еще раз повторю, о знании и что представляет собой знание, что такое сознание, вот как они связаны, взаимосвязаны, что знание является основой сознания. И понимая эти вещи, можно будет гораздо легче читать и понимать Бхагавад-гиту, которая была рассказана Кришной и которую перевел и издал для нас Шрила Прабхупада. Харе Кришна, спасибо за внимание.